我乃秩序的代行者。此方恶虎由我守。Девятое испытание Тянь Ринсюя будет слегка пикантным. Ей явился сам Тансан, точнее его иллюзия. Даже не знаю, будет ли это показано в аниме, так же как в новелле. Хотя на самом деле ничего такого не было. Все зависит от того, как аниматоры изобразят эти моменты. Как и у Тансана, девятое испытание Тянь Ринсюя будет состоять из нескольких частей. Все-таки это последнее испытание. После его успешного завершения мастер становится полноценным богом сотого ранга. Также для этого необходимо пройти процесс превращения или трансформации, чтобы все духовные кости превратились в божественные доспехи. Да, кто-то уже мог заметить, что испытание ангела немного слабее, чем испытание морского бога. Кажется, что Тянь Ринсюя не было слишком тяжело в плане физической силы. Но зато, как ей было тяжело судить своего дедушку. Эти душевные и моральные терзания также непростые. Как мы видим, испытания ангела и морского бога сами по себе отличаются. Они разные, и это нормально. Потому что боги разные, у них разные цели и интересы. Например, морской бог – защитник. Его цель – защищать морских обитателей и других существ. Ангельская богиня, как мы видели из ранних испытаний Тянь Ринсюя, за правосудие и справедливость. У нее есть власть судить других. Хотя так и не скажешь, что Тянь Ринсюя за справедливость. Не на той стороне она в этой войне империй. Но как бы то ни было, ангельская богиня заставляла Тянь Ринсюя порвать со всеми своими желаниями и прошлыми злыми поступками. Итак, после жертвы своего дедушки Тянь Ринсюя увидела поочередно 3 фигуры. Эти 3 человека затрагивали ее глубочайшие чувства и являлись заключительным испытанием. Третьим человеком, которого она увидела, неожиданно был Тансан. Он выглядел изящно и благородно, а перед ним тихо парила золотая арфа. Он медленно поднял руки. Тонкие пальцы гладили струны. Каждое касание превращалось в идеальную мелодию, пронизывавшую душу Тянь Ринсюя, и трогала ее до глубины души. Первые 2 человека были крайне важны для нее. Но почему появился Тансан? Сердце Тянь Ринсюя было потрясено до крайности. Она очень четко понимала, что чем позже появляется фигура, тем важнее для нее этот человек. Он был третьим. Тянь Ринсюя не понимала, как он появился после Цянь Даолю. Она считала, что нет никого важнее ее дедушки. Но теперь она поняла, что очень-очень давно другой человек незаметно проник в ее сердце, а заодно и заклеймил глубочайшие частички ее души. Именно в этот момент он тихо появился, сформировав 3-ю часть испытания на пути к божественности. Тянь Ринсюя хотелось плакать, душа ее сейчас была в крайне хрупком состоянии, ей даже хотелось бросить все. Вспыхнули свет и тень, и Тянь Ринсюя появилась в ее собственной душе, совершенно без одежды, шаг за шагом приближаясь к человеку у арфы. Она всхлипнула. «Тансан, почему это ты?» Тянь Ринсюя только сейчас поняла, что Тансан уже давно был у нее в сердце. Еще с тех пор, как она притворялась принцем. Услышав, как Тянь Ринсюя назвала его имя, фигура Тансана в ее душе медленно встала, с улыбкой глядя на нее, широко раскрыв руки. Арфа исчезла, только это нежное объятие осталось в глазах Тянь Ринсюя. Она без колебаний бросилась в это объятие. Вся боль от прошлых испытаний, казалось, исчезла. Она плотно обняла этого грациозного мужчину. Но, конечно же, это был не Тансан, а только иллюзия. Все это Тянь Ринсюя видела глубоко в своей душе. Когда они обнялись, Тянь Ринсюя даже забыла, что сейчас принимает на себя наследство бога ангелов. Все ее мысли были заняты этим человеком. В своем разуме или воображении она была в объятиях Тансана. Но в реальности в храме ангелов тело Тянь Ринсюя уже парило в воздухе. 6 крыльев позади нее мягко бились, а ее тело начало меняться. Золотая жидкость, которая текла по ней, покинула ее тело и образовалась в 1 сантиметре от нее. Все ее тело начало демонстрировать фантастические изменения. Эта золотая жидкость сформировалась в ослепительную золотую броню, идеально выкованную в соответствии с ее телом. Выпуклый нагрудный доспех, тонкая поясная броня, идеально круглые плечевые доспехи. Все точно под нее. Маленькое ангельское клеймо на ее лбу также вспыхнуло светом, превратившись в золотой обруч. В центре обруча блестел маленький драгоценный камень в форме ангела. По краям обруча появились волны, образуя 7 гребней, что делало его похожим на диадему принцессы. Все иллюзии моментально исчезли. Человек, который только что был перед ней, был разбит золотым светом, и душа Тянь Ринсюя почти мгновенно проснулась. Вот так закончилось последнее испытание Тянь Ринсюя, и она стала богиней-ангелом. Очень интересно, как все это покажут в аниме. Вполне возможно, создатели решат кое-что изменить, а может и нет. Что же сделает Тянь Ринсюя, когда встретит Тансана вживую? Признается ли она в своих чувствах? Большое спасибо за просмотр.
Напишите в комментариях, что вы думаете о 9-м испытании Тяньжэньсюя. Подписывайтесь на канал и всем пока.